Всем привет! Сегодня мы отправились в деревню, чтобы провести тут 24 часа. Покажем много всего интересного, я думаю, вы будете удивлены. В первую очередь отправляемся кормить маленьких утят. Кормим зеленью и комбикормом. Ну и наливаем воды. Еще кормим курочек. А также отводим козу на пастбище, чтобы она питалась весь день свежей травой. А чтобы не убежала, привязываем к столбику. С помощью влажной тряпки протираем ее вымя. И доим козу. Мы надоили целую кастрюлю молока. Теперь сверху на банку кладем платок. И процеживаем через него молоко. И у нас получилось 2 литра натурального козьего молока. Самое время позавтракать. Сначала разжигаем вот такую старинную печку. Ставим нагреваться чайник с водой. Срываем мяту прямо с куста. Отправляем ее в чайник. И накрываем крышкой, пусть вода закипает. Отрезаем пару кусочков хлеба. Сверху намазываем домашнее масло. Набираем в ложку сахар и посыпаем сверху. Получаются такие сладкие бутерброды. Снимаем чайник с печи и наполняем чашку мятным чаем. Быстро завтракаем и набираемся сил на весь день. Казалось бы, все такое простое: хлеб, масло и сахар. Но как же это вкусно, когда продукты все домашние и максимально качественные. А знаете, почему наши бабушки так сильно ценят хлеб? И все знают поговорку, что хлеб всему голова. Сейчас я покажу, какие усилия нужно было приложить, чтобы его получить. Каждый уважающий себя селянин у себя на огороде садил пшеницу. Ждали середины лета, когда она созреет, и колоски высохнут. Тогда вместе с соседями в руки все брали серпы. И начинали косить поле. А колоски складываются в кучки. Работа эта очень сложная, особенно когда работаешь в такую жару. Итак, поле скошенное, на нем остается много кучек с колосками. Берем 2 пучка колосков и перекручиваем их между собой, чтобы получилась как бы веревка. И с ее помощью связываем уже большой пучок пшеницы. Это называется сноп. Дальше расстилаем какой-нибудь брезент. И выкладываем на него снопы. Чтобы обмолотить зерно, нужен специальный инструмент — цеп. У нас его нет, поэтому попросим друга сделать. Я думаю, вы его прекрасно знаете, это Андрей с канала Гофервид. В чем, а вот в самоделках он знает толк. Всем привет! Итак, для того, чтобы изготовить цеп, первым делом нужно хорошенько зачистить палки от коры. Готово! Теперь с помощью вот такого ручного сверла проделываем на концах палок отверстия. Теперь отматываем длинный отрезок веревки, складываем ее в 2 раза и протягиваем через отверстие в короткой палке. Просовываем в петлю остальную веревку и затягиваем узел. Для надежности делаем вот такую обмотку веревкой вокруг палки. А затем просовываем веревку в отверстие на длинной палке. Отмеряем, какой длины у нас будет веревка, и обматываем по кругу край длинной палки. А чтобы надежно зафиксировать веревку, забиваем в отверстие деревянный колышек. Отрезаем лишнее, и цеп полностью готов. Держи.
Кстати, у Андрея на канале тоже вышло выживание в деревне с моим участием. Поэтому сразу после просмотра этого ролика переходите по ссылке в описании и смотрите его видео. Подписывайтесь и пишите в комментариях, что вы от меня. Теперь с помощью цепа нужно обмолотить зерно. Для этого хорошенько ударяем по колоскам, чтобы из них вылетало зерно. Теперь всю лишнюю солому убираем. Ставим ведро и набираем руками еще грязное зерно. И начинаем его сыпать с большой высоты. Зерна тяжелые и падают ровно вниз. А вот ненужную легкую шелуху сдувает ветер. Таким образом получилось целое ведро зерна. Пересыпаем в мешок. Забрасываем в телегу. Взбираемся на нее сами. И отправляемся на ветряную мельницу. Все, приехали, дальше пойдем пешком. Заходим внутрь и останавливаемся сразу возле входа. Нужно пересыпать пшеницу в ближайший отсек. После чего на третьем этаже снимаем ветряк с тормоза. И ветер начинает постепенно его раскручивать. Гигантские шестерни передают вращение внутрь на вал. И начинают работать все механизмы мельницы. Поэтому на первом этаже поднимаем заслонку. Зерно постепенно уходит и попадает в специальную трассу. Все закрываем, чтобы зерно не вылетало. По этой трассе пшеница поднимается вверх. Поэтому мы тоже переходим на второй этаж. Здесь она попадает в специальное сито, которое задерживает весь мусор. И вылетает только чистое зерно. Открываем заслонку, и уже просеянные зерна пересыпаются к нам в мешок. Поднимаемся еще выше. И высыпаем пшеницу в следующий отсек. Внутри этой штуки находятся жернова. Два вот таких огромных плоских камня, которые вращаются и раздавливают своим весом пшеницу, превращая ее в муку. Кажется, что на этом этапе мука готова, но не совсем. Она отправляется на шнековые пути, по которым спускается на первый этаж, а по дороге еще и просеивается. В конце концов, чистейшая мука попадает прямо в мешок. Все, мы наконец-то получили муку, давайте же сделаем теперь из нее хлеб. Вот такие мокрые дрожжи разламываем руками прямо в миску. Заливаем теплой водой. Добавляем пару ложек муки и замешиваем. Ждем, пока дрожжи заработают, и продолжаем добавлять муку. Также ложку домашнего масла. Солим, чтобы у хлеба был максимально насыщенный вкус. Замешиваем ложкой до густоты, а затем руками. Противень припыляем мукой. Формируем из теста овал и укладываем на противень. Сверху немного муки и надрезаем вдоль. Все, отправляемся к печке. Она очень старая, в такой еще пекли наши прабабушки. Разжигаем ее. Ждем, пока все прогорит и наша печка хорошенько нагреется. Раздвигаем угли в стороны. И отправляем запекаться тесто. Закрываем печку, чтобы не выходило тепло. Через полчаса достаем противень лопатой. И только посмотрите, какая красивая буханка хлеба получилась. Я думаю, теперь вы понимаете, почему хлеб считался самым ценным продуктом на столе. После всех этих приготовлений мы замазали рубашку. Раньше, чтобы привести одежду в норму, использовали два приспособления. Это утюг и доска для стирки. Натираем рубашку хозяйственным мылом.
Затем хорошенько трем ее об доску. Споласкиваем. Выкручиваем. И вешаем, чтобы она просохла. Ставим нагреваться железный утюг на печку. Ждем, пока нагреется, и гладим рубашку. В общем, процесс очень долгий. Да, люди тех времен могли только мечтать о стиральной машинке, нормальном современном утюге и, конечно же, о e-каталоге, на котором с помощью разных удобных фильтров можно подобрать себе нужный товар, посмотреть фото, почитать отзывы и даже сравнить с другими моделями. Но самое главное — сэкономить, потому что e-каталог показывает все магазины, в которых продается нужный вам товар. Здесь нету наценок, и я выбираю самую низкую цену. E-каталог работает теперь в 3 странах: Украине, России и Казахстане. Хорошо, что мы живем в современном мире, и все очень удобно. Ссылка на e-каталог в описании. Кто найдет самый дорогой бассейн на e-каталоге и напишет цену в комментариях, того лайкну. Помните козье молоко, которое мы сдоили утром? Так вот, сверху уже собрали сливки. Собираем их ложкой и перекладываем в баночку. Если дать им отстояться, то они станут еще гуще. Кстати, из них очень просто сделать сливочное масло. Для этого использовали вот такую маслобойку. Она состоит из бочки, крышки и палки с вот такой шайбой на конце. Выливаем в бочку пол-литра теплых домашних сливок. Возвращаем палку. Закрываем крышку и начинаем все это взбивать. Через полчаса масло уже готово. Нужно только залить холодной воды. Тогда оно всплывет. Промываем его одной рукой. Небольшую миску накрываем марлей. И перекладываем в нее масло. Подгибаем марлю. Раньше такие продукты хранили в погребе, потому что холодильников тогда не было. Также сделаем козий сыр. Выливаем в миску 2 литра молока. Курочки снесли яйца, поэтому берем их и разбиваем в миску 6 штук. Сверху выливаем пол-литра домашней сметаны. Солим и перемешиваем. Всю эту жидкость переливаем в кувшин. Когда молоко закипело, вливаем тонкой струйкой, при этом постоянно перемешивая. И не переставая помешивать, варим все это еще минут 10. В миску ставим друшлаг, сверху марлю и выливаем все содержимое кастрюли. Собираем марлю. Сливаем сыворотку. Обратно укладываем будущий сыр и ставим его под пресс. А сами берем в руку корзину и пешком через всю деревню отправляемся в лес за грибами. Недавно были дожди, поэтому мы сразу находим гриб-масленок, срезаем его. Неподалеку от него находим еще один. Отправляем их в корзину. Еще несколько раз мы нашли по одному грибу. А затем наткнулись на целую поляну с ними. Так за полчаса мы набрали пол-корзины маслят. Нам этого хватит. Мы решили сварить грибную юшку, поэтому ставим казан с водой на огонь. Очищаем все грибы. И нарезаем их на мелкие кусочки. Забрасываем их вариться. И отправляемся на огород за остальными овощами. Сначала нужно достать картошку, но чтобы быстро ее откопать, используем силу нашего коня. Цепями привязываем к нему плуг. Один человек ведет коня, а второй направляет плуг. И ряд картошки откапывается секунд за 15. Теперь собираем ее в ведро. Также нужно сорвать лук. Отправляем его тоже в ведро. Откапываем морковку. И пару головок чеснока. А еще мы решили сорвать немного укропа. Отправляемся к колодцу.
Сбрасываем пустое ведро. И поднимаем уже полное воды. Срезаем у овощей все лишнее и чистим их. Перекладываем в огромный друшлаг. Заливаем водой. Хорошенько оттираем овощи. Еще раз поласкиваем. И все, они чистые. Сначала берем картошку и нарезаем ее на небольшие кусочки. Дальше нужен репчатый лук. Мелко его крошим. И высыпаем в казан. Остается нарезать морковку. Отправляем ее в суп, солим и перемешиваем. Все, он готов, пусть прямо на печке постепенно остывает. А мы приготовим последнее блюдо на обед. Нарезаем свинину сначала на пластинки. А затем в поперек. Берем 3 картофелины и нарезаем их на плюс-минус такие же кусочки. Зубчик чеснока раздавливаем ножом и мелко крошим. Все это солим, перчим и перемешиваем руками. Перекладываем в глиняный горшочек и ставим в печку. Буквально полчасика и свинина с картофелем готова. Освобождаем из-под пресса сыр и достаем из марли. Нарезаем на пластинки. Масло тоже уже застыло, поэтому достаем его. Ставим суп на стол и наполняем им глубокую тарелку. А запивать будем бабушкиным компотом. Остается в суп положить ложку домашней сметаны, посыпать укропом, и после такой тяжелой работы наконец-то плотно обедаем. Все домашнее и очень вкусное. Я думаю, те, кто оставался на лето у бабушки, меня поймут. Пока еще не стемнело, с помощью платка привязываем к себе бидончик и отправляемся рвать ягоды в сад. Сначала мы нарвали спелой красной малины. Высыпаем полбидончика в миску. А также рвем шелковицу. У моей бабушки она очень крупная. Ставьте лайк, кто объедался шелковицей, а потом ходил целый день с фиолетовыми руками. Шелковицу высыпаем во вторую миску. Засыпаем ягоды сахаром. И ставим на печку. Лопаткой раздавливаем ягоды. И варим варенье на медленном огне, постепенно его упаривая. Когда оно готово, снимаем с печки. И разливаем по пиалкам. Нам показалось этого мало. Поэтому мы пошли к соседу, у которого есть своя пасека. Он нам продал баночку меда. Переливаем его в пиалку. И кладем специальную деревянную ложку. Остается сделать блинчики. Разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем сахар, молоко, масло. Все это перемешиваем. Всыпаем муку и вилкой перемешиваем, пока не пропадут все комочки.
Должно получиться вот такое жидкое тесто. Хорошенько разогреваем сковородку. Выливаем на нее полполовника теста и распределяем. Через минуту переворачиваем. А секунд через 30 блинчик готов. Мы нажарили целую горку блинов. Ну что, самое время подавать все к столу. Наполняем стакан молоком и ужинаем. Накручиваем на ложку мед и поливаем им блинчик. Складываем его и пробуем. Эти три вещи, блинчик, мед и молоко, просто возвращают меня в детство. Это лучше любой ресторанной еды. Также намазываем на блинчик малиновое варенье. Это тоже нереально вкусно. Ну и шелковичное варенье. По вкусу вообще не уступает малиновому. Надеюсь, за время просмотра этого ролика вы узнали много чего интересного. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я сделал третью часть. Если наберется много лайков и комментариев, то я увижу, что вам это интересно. И придумаю еще одну серию 24 часа в деревне. Обязательно скиньте этот ролик своему другу, ведь в него вложено очень много сил. Подписывайтесь на канал и всем пока!